Ну, смотрите, сейчас попробую объяснить, как защита моя по задумке работает. Ну, смотрите, вот схемка. Так, вот быстренько набросал, что у меня вот напаяно. Значит, вот это к токовому трансформатору идет. Вот этот резистор 90 килоом, ну, в принципе, подбирается там плюс-минус при настройке. Вот этим получается, что мы как бы регулируем чувствительность. Да, ну, может быть, как-то можно по-другому решить. И я такой тоже небольшой специалист в электронике конструктивной. Поэтому и то, что было у меня под рукой, я вот из того собрал и сделал так, чтобы это работало. Ну, это 555-я микросхемка, таймер 555. Да, вот эта кнопочка сброса. Резисторы, значит, конденсатор, это светодиоды индикаторные, как бы вот стоят, ну здесь не дорисовал стрелочки. Это два светодиода, которые один рабочий, а другой когда срабатывает. И это Аптрон. Вот. Аптрон идет, вот, как я сказал, на перемыкание вот двух контактов. Вот как бы простенькая такая схема, ну вроде как работает. Я просто платок таких напаял сразу побольше себе. Вот на платке на 555 микросхема в триггерном режиме запущена, и Аптрон, который останавливает шим. Вот как бы зажигается Аптрон и перекрывает. Там достаточно быстро срабатывает, поэтому ну и сразу напаял их несколько штук на обычной такой вот платке. Вот. Ну и вывел тоже, получается, рабочий светодиод. Светодиод, когда срабатывает защита. Ну и кнопочка сброса. Вот. И тут на входе стоит 315 транзистор в очень чувствительном режиме. И буквально там какие-то, если выбросы или что-то нехорошего, все это быстро у меня срабатывает. Ну, схемку я как бы сам вот подумал. Может быть, можно как-то попроще сделать это дело. Но я вот из подручных средств решил сделать так. Там, смотрите, ну, включаю. Вот тут нагрузка небольшая, но далеко стоит, и это еще не ржавейка. Получается, что как бы контур работает не совсем на нагрузку. Вот. Защита у меня на транзисторы сделана, триггерная. Поэтому и снимаются показания с датчика, не с датчика, а с трансформатора тока. Да? Но там такая ситуация, что вот выставлено у меня, допустим, на 16 ампер срабатывание, да? Но когда нагрузка небольшая, ну, индуктор работает как бы в холостую, не все отдает туда, то даже если здесь ток меньше, то за счет реактивки на токовом трансформаторе возрастает. Фактически ток потребления может быть небольшой, но через транзисторы идет ток больше 16 ампер точно. Поэтому срабатывает. Ну вот смотрите. Вот здесь сейчас небольшая нагрузка. Ну, сейчас резонанс буду подводить. Вот. И сработает где-то на 10 амперах. Вот. 5, 6, 7, 8, 9. Вот. Сработала защита. Отрубилась. Все. Это значит, реактивка большая пошла. Если защита срабатывает, значит транзисторы не в режиме работают, перегреваются, поэтому вот оно сработало. Чуть-чуть назад, если убрать, ну, чтобы запустить заново, и ресет. Вот сбрасываю, и все нормально работает. Триггер сбрасываю. Ну, смотрите, вот опять 10, вот больше 10. Вот, раз, сработало, все. Если нагрузка нормальная, то и 16, и 18 ампер держит. Фактически это как бы срабатывает не по потреблению,
не по потреблению срабатывает защита, а чисто для защиты транзисторов у меня сделано. Она очень чувствительная на все выбросы. Если какие-то выбросы нехорошие, то, что может повлиять на работу транзисторов, вот эта защита у меня так работает. Ну, вот как-то так. Но это работает вот на такой индуктор. Это там под другие задачи, не под плавку. Здесь у меня, ну, по типу как вот в этом видео, то, что вариант 3 я делал, да, точно так же сделан, только силовой трансформатор вот таким кабелем вынесен в эту коробочку. Он стоит здесь отдельно, это где-то метр кабеля. Тут поставлен вентилятор, ну, чтобы слегка продувало. Вот здесь у меня, значит, трансформатор, как в том варианте, и конденсаторы. Там я распаивал трубки еще шестерка, чтобы через конденсаторы тоже вода проходила. Ну, чтобы понадежнее. Фактически так тоже нормально работает на удаление. Вот такая конструкция получилась. Но это все как бы интерпретации вот того варианта, вариант 3, как я показывал, очень хорошо работает. Единственное, что при настройках там, возможно, там чуть-чуть нужно с напряжением подкачки, ну, в зависимости от того, что греть, на какую нагрузку, напряжение подкачки я подстраиваю, меняю. Ну, поскольку через трансформатор проходит всего один виток, ну, трубка проходит через трансформатор, то напряжение можно уменьшить, только увеличив число витков на первичке. Ну, все равно перематываю я трансформатор нормальным рецентратом и делаю необходимое число витков на первичке. Так обычно 21 виток, там 21 на 1 получается, ну, по умолчанию. У меня на некоторых есть даже 30 к 1, вот такие, в зависимости от того, какую нагрузку. Но я просто сначала тестирую на маленьком, ну, на своем там инверторе, подбираю нужное напряжение, а потом уже мотаю непосредственно какой нужен трансформатор под конкретную нагрузку. Вот такой тестовый у меня собранный. Ну, тут это приборчик, который все показывает. Косинус фи, время, киловатты, ватты. Это стрелочный у меня стоит для удобства настройки резонанса. А трансформатор, вот я как говорил, у него первичка, много выводов, отводов есть. И я подключаю, когда подгоняю то, что нужно мне напряжение, вот получается 20, 22, 24, 26, 28, 30 и 32 витка первичка можно сделать. Вот. И тут можно тогда отстроить, ну, проверить, какой нужно на конкретную настройку, а потом уже собирать непосредственно, мотать трансформатор уже. Ну, чтобы каждый раз не мотать с отводами и не подбирать. Я сделал так вот, один такой для себя сделал, на котором я все отстраиваю. А потом уже эти данные переношу на новую печку. Ну вот, что внутри у меня. Вот платка эта защиты. Вот она. Подключено питание 15 вольт вот отсюда. Первое это плюс. И раз, два, и третье это минус. Ну вот, шим контроллера запитывается. Поставил сюда, значит, тумблерок. Включать защиту, отключать защиту. В принципе, она нужна больше при настройках, потому что она очень чувствительная. И, ну, в мелких скачках, которые особо не повлияют на работу, может сработать. Если нужно что-то долго греть, то можно отключать ее и все. А по настройкам, при настройках она как раз нормально. Если плохо согласован индуктор и большая реактивка идет обратно, да, начинает плохо перемагничиваться трансформатор силовой. Вот, как бы ток невысокий потребление, а через транзисторы ток возрастает, ну потому что начинает намагничиваться сердечник сильно. Вот. И чтобы он не зашел вообще в насыщение, транзисторы не полетели, вот эта защита и очень полезна. Как я и говорил, потому что вот отсюда я беру, да, ну вот тут диодный мостик стокового трансформатора,
и зашунтировано резистором. Вот 20 Ом. Вот я с него беру и на эту платку. Получается, что когда все согласовано правильно, реактивка небольшая и ток, допустим, у меня отстроено на 18 ампер по потреблению. И все нормально работает. Я вот отстраивал, когда нормально согласованный у меня индуктор на 18 ампер. Ну, чтобы запас был небольшой, чтобы не срабатывало. Получается, что и на 16 работаю. И нормально, это никак не мешает. Защита, ну, вот на всякий случай, как бы. Но она полезная, когда, вот, допустим, если индуктор большой, запихиваешь туда что-то мелкое, получается, что ток потребления вроде небольшой, а транзисторы могут вылететь, потому что большая реактивка, сердечник трансформатора, ну вот он у меня здесь сейчас вынесен отсюда, я показывал, и может войти в насыщение, и все, и транзисторы вылетят. Потому что я-то вот замерял, что, допустим, ток потребления растет, вот доходит, допустим, до там 10 ампер, да? У меня, вот замеряю, вроде больше 10 не поднимаю ток вот, по потреблению. А на токовом трансформаторе, если, допустим, железку вынимаешь, ну, связь теряется с индуктором, нагрузка уменьшается, реактивка возрастает. На токовом трансформаторе резко возрастает напряжение, значит, токи через транзисторы идут очень большие, хотя потребление маленькое. Вот. Я исходил из этой точки зрения, когда вот делал такую защиту, чтобы именно поставить ее вот сюда. И именно для индукционного нагрева. И в триггерном режиме она работает. Срабатывает триггер, отключает шим. Все. Чтобы запуститься, нужно либо включиться-выключиться, еще раз повторяю, либо сбросить, у меня кнопочка Reset здесь есть, но вывести ручки все в нормальное положение, в нулевое, сбросить и заново все выставить токи. Ну вот так, но зато надежно. Получается, что и при настройках не пожгешь ничего, и при каких-то случайных тоже шанс, что это все сохранятся транзисторы, очень велик. Потому что раньше было не совсем понятно, почему вылетает транзистор. Это вроде ток небольшой, а транзисторы перегреваются и вылетают. Вот как раз вот этот перегрев транзисторов начинается при неправильной согласовке индуктора с нагрузкой. Ну, та же суть. Из-за реактивки не перемагничивается сердечник, либо можно сказать, что намагничивается он этой реактивкой. Там большие токи, большое напряжение. Ну и все, и токи возрастают вот здесь. Начинают греться транзисторы, потому что токи возрастают через транзисторы. Ну и все, они перегреваются. Если по перегреву могут уйти в защиту, либо уйдут в защиту по причине выгорания. Вот эта штучка у меня, вот я так тут пробовал, тестировал, вроде спасает.